Сегодня у нас обзор, который лично я ждал с нетерпением. Если вы следите за нашим YouTube-каналом какое-то время, то могли знать, что я испытываю... Я неровно дышу к дикторским микрофонам. То есть это отдельный тип микрофонов, которые созданы, спроектированы для работы с человеческим голосом и, в частности, с дикторским голосом. Обзор на один такой микрофон сегодня с вами давайте и устроим. Друзья, здравствуйте. Я приветствую вас на «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. И сегодня к нам на огонек заглянул Neumann BCM705. Поехали! Поговорим о самых важных характеристиках вот этой самой модели. И начнем с того, что это динамический микрофон. И это достаточно необычно для Neumann. Это необычно, но это здорово, потому что когда мы имеем дело с динамическим микрофоном, мы получаем намного меньше каких-то посторонних шумов вместо голоса. Ну, если сравнивать с их конденсаторными собратьями, к примеру. Вдобавок к этому здесь мы найдем не просто кардиоиду, не суперкардиоиду, а гиперкардиоидную направленность. Я поясню для людей, которые не очень шарят. Гиперкардиоидную направленность, скорее всего, вы встретите, не знаю, в пушках, которые записывают звук для кино на площадке. Это так просто. Что такое гиперкардиоида? Это очень узкая направленность, которая будет отсекать весь лишний шум, весь посторонний шум и даже часть комнаты, оставляя ваш голос на переднем плане. По частотке здесь от 20 Гц до 20 кГц, что на самом деле для динамического микрофона очень странно, и мое уважение, так сказать, за такие цифры. А по АЧХ в целом мы видим, у нас есть спад на низких. Он позволит бороться с бубнением и отсекать лишние низкочастотные призвуки, лишний мусор на низких частотах, который не является вашим голосом, естественно. И у нас есть подъемчики 3-5 кГц. Эти подъемчики будут отвечать за усиление, улучшение разборчивости вашего голоса. Дизайн этого микрофона, его внешний вид, в общем-то, как и дизайн всей серии BCM, достаточно неплохой. Лично я заценил. Здесь есть встроенный подвес, который позволит нам бороться с какими-то низкочастотными вибрациями, например, стуки по столу, допустим. Есть сеточка, которая служит нам поп-фильтром, который, в свою очередь, гасит пэшки, бэшки и прочие ненужные взрывные согласные. Именно на этом самом месте, вот так врыв с ноги, в нашем ролике появляется новый, второй, давайте его так назовем, главный герой. Это Shure SM7B. Это микрофон, изначально вокальный, сейчас он больше известен как микрофон дикторский. Его можно увидеть много где, на студиях радиовещания он часто мелькает, на студиях обычных, студиях звукозаписи. У блогеров, у стримеров, кстати, в последнее время он стал намного чаще появляться, в том числе и наших, и, собственно, не мудрено. Итак, вот это самый микрофон, который я бы назвал стандартом, я бы сравнил с Neumann по звучанию. До этого весь звук в нашем ролике писался на Neumann. Сейчас вы слышите Шурик, и для вас специально внизу будет все время плашечка. Звук с какого микрофона вы сейчас слышите. Я бы провел несколько тестов. На самом деле стоит обозначиться немножко. Здесь есть два среза, два фильтра. Они не задействованы, то есть у нас полный flat. Не хотел использовать это слово, но простите меня, пожалуйста. У нас нету никаких фильтров, никаких подъемов, никаких срезов по частотке. Полный flat. Этот микрофон идет со стандартной ветрозащитой. И есть вот такой колпачочек увеличенных размеров. Его мы, кстати, будем с вами использовать, поэтому поставлю его на стол, не буду далеко убирать. Первый тест давайте проведем на взрывные согласные. Как работает Шурик, как работает Neumann. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Давайте поближе. Снова Шурик. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Бабушка испекла блины и положила их на пол. И поближе.
Бабушка испекла блины и положила их на пол. Теперь давайте послушаем, как оба микрофона будут работать с сибилянтами. На Шурике я буду меняться на большую ветрозащиту время от времени, потому что, ну, знаете, мне кажется, это честно, потому что она все-таки идет в комплекте, ее не нужно докупать за дополнительные деньги, поэтому давайте послушаем с ней. Что-то я его все время задеваю. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Еще один тест, который я бы хотел провести, это тест на эффект близости. Что это такое? Когда мы приближаемся к микрофону и начинаем говорить в непосредственной близости к мембране, низкочастотная составляющая вашего голоса начинает преобладать. На самом деле это не совсем хорошо, хоть и звучит, возможно, не так уж и плохо. Сейчас мы слушали эффект близости на Шурике. Давайте послушаем, как отрабатывает эффект близости Нойман. Потому что это очень-очень важно. Это очень важно. Это важная характеристика для дикторского микрофона. Диктор сидит близко к микрофону, это правильно. И такой микрофон должен справляться даже с такими, ну, казалось бы, сложными, очень сложными условиями. Я подсяду к микрофону, я буду говорить немножко потише, чтобы компенсировать громкость из-за дистанции, чтобы не перегружать микрофон. И таким образом Нойман работает с эффектом близости. Давайте вернемся на Шурик и попробуем большую ветрозащиту, большой колпак. Напомню, что с маленьким все это дело звучит следующим образом. Если мы меняемся на большой колпак, то Шурик с диктором, который сидит близко к микрофону, начинает звучать следующим образом. Ну а заключительную часть, позвольте, я уже запишу на Нойман. Все-таки это главный герой нашего сегодняшнего ролика. Так, ну тут все в порядке, все тихо. Мы с тобой дома поговорим. Все хорошо. Так вот, друзья, когда вы подбираете микрофон для себя, то не лишним будет сходить в музыкальный магазин своими собственными ножками. Обзор — это, конечно, все хорошо, но когда микрофон выбирается особенно такой недешевый, как, к примеру, вот этот самый Нойман, взять несколько микрофонов и просто сравнить их в магазине со своим собственным голосом. Почему это правильно делать? Потому что у каждого человека есть своя собственная амплитудно-частотная характеристика голоса. У кого-то больше низких, у кого-то середина, у кого-то сыпет песком голос. Это нормально. И для каждого голоса есть свой микрофон. Кому-то больше подойдет Шур, кому-то больше подойдет Нойман. Поэтому не пренебрегайте этой процедурой, особенно для таких, не самых бюджетных микрофонов, я бы сказал. В конце ролика, я очень люблю такой вопрос задавать в конце роликов по дикторским микрофонам. Вот скажите мне, по моему голосу, на ваш слух, какой микрофон больше подходит? Шурик? Или вот, к примеру, Нойман, который мы сегодня с вами обозревали. Кстати, совсем забыл сказать, усиление для этих микрофонов. Нужно много усиления. Нужно очень много усиления. Я, к примеру, подавал 50 дБ и туда для частоты эксперимента. Но на самом деле я подал бы, наверное, побольше. Просто я боялся перегрузить микрофоны, потому что, знаете, там то кричишь, то шепчешь. Это довольно опасно, особенно когда у тебя нет компрессора под рукой. В общем, друзья, вопрос свой я задал. Бегом в комментарии. Напишите, какой микрофон на ваш слух звучит лучше с моим голосом. Это был канал «Давай запишем». Если ролик вам пришелся по душе, то не забудьте поставить лайк, нам будет очень приятно. Подпишитесь на канал, если хотите смотреть что-то подобного побольше. Ну и, конечно же, следите за обновлениями, ведь впереди много нового интересного, конечно же, из мира про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. Такой микрофон сегодня мы с вами давайте и оборзеем. Оборзел. Не, давай еще разочек. Как оно закручивается обратно. Оп, получилось.